Что рассказали разработчики The First Descendant на своем стриме. Вы узнаете о том, что выйдет в ближайшем обновлении 17 апреля, о балансе потомков, Супер Блэре, новом режиме после эрозии бездны, а также о планах на май, анимации груди у женских персонажей и многое другое. Все самое важное и полезное. Ролик обещает быть долгим, весь стрим расскажу подробно, о некоторых новостях еще более подробнее расскажу в конце ролика, когда разрабы будут отвечать на вопросы. Поэтому заваривайте чаек, готовьте печеньки, используйте тайм-коды в описании. У сперу микрофона, погнали! Само собой, многие игроки были недовольны нерфом Инес, поэтому накидали кучу негативных отзывов разрабам куда только можно. Оправдывают разработчики свое действие тем, что она была слишком имбовой, и поэтому другие потомки практически никому были не нужны. А еще это увеличивало сложность разработки нового контента. Какой смысл в новом контенте, если Инес пробегает его за минуту? В будущем разработчики будут уделять больше внимания объяснению балансировки потомков, чтобы игроки понимали, для чего это делается. Лично я считаю, что Инес до сих пор крайне имбова в прохождении 400% данжей, сектора Сигмы и других операций благодаря второму навыку, который значительно улучшили. Просто нужен теперь для нее другой билд. Если хотите увидеть его на моем канале, пишите в комментарии, я обязательно сделаю ролик. И к тому же Инес действительно была имбовой. Во всяком случае, интересно же будет играть на разных потомках с примерно одинаковыми характеристиками, чем на одном и том же. Теперь насчет баланса других потомков. Даже после числового изменения характеристик навыков, то есть просто подкрутки статы, некоторые потомки остаются слабыми. Чтобы исправить ситуацию, разработчики принялись перерабатывать саму механику навыков у потомков, что мы увидим в будущих обновлениях. Однако стоит сказать, что Сирену пока трогать не будут, потому что, как говорят разрабы, она только недавно вышла и еще непонятно, как ее нерфить, все дела. Но мы же все прекрасно понимаем, что если разрабы сейчас бы занерфили и Сирену, то словили бы еще одну волну негативных оценок в Steam и на других площадках, так что не стали. Но готовьтесь, в будущем мы 100% увидим ее нерф. Также разработчики видят, что ту же эрозию бездны игроки проходят, используя практически одно лишь оружие, потому что навыки являются практически бесполезными против такого высокого уровня валгусов. Поэтому в будущем в игре разрабы хотят сделать так, чтобы навыки потомков тоже пользовались спросом. Измененный геймплей вы уже видите на своих экранах. Дальше. Разработчики на предыдущих стримах обещали в апреле обновить систему улучшений внешних компонентов, но они посчитали, что сейчас это не является необходимостью, и более того, это приведет снова к дисбалансу. Вместо этого они решили сосредоточиться на третьем сезоне. Зато, как и было обещано, в мае нас ждет обновление сокетов Архи. Это система, которая расширит возможности билдов и позволит настраивать их еще тоньше. Наконец, перейдем к нововведениям в обновлении 17 апреля. Итак, что мы имеем у Блэра? Два новых скина, новые навыки, новые модули и новый сюжет, который отличается от предыдущих. Если раньше сюжеты потомков были сконцентрированы на прошлом, на получении архи, то история Блэра покажет нам получение именно супер сил, супер облика и прочего. Также сюжет будет более легким, веселым и даже в какой-то степени романтичным. Теперь про его модули. Первый — убийственный рецепт. Он радикально меняет геймплей, заменяет пассивку и первый, второй, четвертый навыки. Пассивка дает бонус к урону, криту и шансу крита, когда враг горит. Первый навык под названием огненная фрикаделька выпускает во врага, собственно, эту самую фрикадельку. Блэр же юмористичный персонаж, поэтому и название веселое. Второй навык — проверка температуры, восстанавливает ману. Четвертый навык — смертельный пир, выпускает самонаводящиеся фаерболы во врагов. Второй модуль, меняющий навыки Блэра, это рецепт из другого измерения. Он более экспериментальный, с упором на мобильность. Меняет первый навык на безжалостную готовку, оставляющую на земле огненную область во время движения. Похожее, конечно, есть у Вес и Валби. И также модуль меняет третий навык на горячую доставку, который выпускает огонь в форме веера. Фармить Супер Блэра придется так же, как и других потомков, из аморфных материалов. И вот новый скин для Блэра, похож на какого-то трансформера, если честно. Дальше новые внешние компоненты. Добавили 5 комплектов. Первый — пламя. Он увеличивает радиус действия навыков и снижает сопротивление к огню у врагов в состоянии горения. В общем, отлично подходит для огненных потомков. Второй комплект — чума. Он усиливает одиночные и инженерные навыки, снижает урон от крита у оружия и сильно повышает мощность ядовитых навыков. Третий комплект — пробужденный маг. Если использовать его правильно, он значительно увеличит урон от нестихийных навыков. Четвертый комплект — движущаяся крепость. Уменьшает получаемый урон и повышает защиту. Идеально
идеально подходит для танков для увеличения выживаемости. И пятый навык — расколотый панцирь. Увеличивает урон по щитам. Может использоваться как альтернатива вольции, если у вас ее пока еще нет. Теперь новые модули. Для потомков перчатка сопротивления стихиям. Она уменьшает получаемый урон, повышает сопротивление собственно стихиям, в общем увеличивает выживаемость в различных ситуациях. Второй новый модуль для оружия. Анализатор завесы. Повышает урон стихии при атаке по слабым местам и также увеличивает урон по щитам. Еще один вариант замены вольции в билдах. Дальше очень полезное нововведение для тех, кто составляет билды. В характеристиках модулей теперь будут указаны значки, показывающие, являются ли данные модификации результатом сложения или умножения. Теперь поговорим про новый режим. Режим испытания. У него будет новая локация. Открывается он после прохождения 30 этажа эрозии бездны и направлен не на фарм, а на испытание как таковое. Будет оно значительно сложнее 30 этажа эрозии бездны. При первом прохождении вам дадут награды, при последующих нет. Это является своего рода испытанием для лучших игроков. Те, кто займут топ-100, все же получат награды, но необычные. Они получат уникальные медали, которые смогут носить в третьем сезоне. Размещаются они перед именем персонажа. Также можно будет получить медали за различные достижения. Если вы получите одну и ту же медаль, ее уровень повысится. Теперь о новой системе прокачки реакторов и внешних компонентов. Как вы видите, для улучшения характеристик реакторов и компонентов нам нужны будут материалы. Дальше нам рассказывают о других интересных изменениях, которые выходят уже 17 апреля. Теперь при открытии аморфных материалов нам не будут нужны осколки бездны, что очень упрощает фарм для нас. Во всех операциях проникновения высокой сложности в качестве награды добавится опыт настройки арки, как у эрозии бездны, сектора Сигма и дрейфующего судна. Также улучшили награды для сектора Сигма. Получаемый опыт потомка и оружия станет такой же, как при прохождении 400% данжей. А также после прохождения операций в сектора Сигма нам будут падать материалы как раз таки для улучшения реакторов и внешних компонентов. Еще улучшили крафт оружия. Давайте сразу на примере. Допустим, у вас есть снайперская винтовка Савия. На ней открыто ядро, куда мы вставляем ядра аугментации. И у нее максимально вкачана уникальная способность. Вот эти звездочки. Когда мы создадим еще одну Савию, на ней будет также открыто ядро и также максимально вкачана уникальная способность. Да, разрабы решили облегчить нам фарм во всех смыслах. Получается, как я понял, мы вкачали две звездочки уникальной способности какого-либо оружия, крафтим еще одно и можем вкачать уникальную способность на максимум, на все 4 звезды. Кайф. Дальше говорят, что крылья сирены теперь будут показываться только при использовании навыков. И в фоторежим добавили фильтры. Готовясь к третьему сезону, разрабы решили побольше завлечь новых игроков. Они добавили новый обучающий квест, сократили все миссии в основной сюжетке на 40%, изменили систему миссий так, что теперь игрок сам может выбирать, какую миссию пройти. В Кингстоне и Пустошах упростили прохождение миссий и добавили динамики. Такие миссии, как захват и уничтожение Койпера, были упрощены для более быстрого прохождения. Новички смогут быстрее находить ответы прямо из игры. Доступ к гайдам будет встроен в интерфейс. И теперь супер банни можно будет получить на обычной сложности, даже когда еще не закончили основную сюжетку. А сейчас погнали изучать новые скины. Вот такой скин на всех потомков, кукурузный красавчик, добавят в игру уже 17 апреля. Разработчики у нас приколисты, что поделать. И готовьтесь расчехлять кошельки. 30 апреля на каждого женского персонажа добавят скин кадета Альбионской академии. Проще говоря, новые костюмы школьниц. Игра корейская, скины соответствующие, не осуждаю, это мы берем. Также 17 апреля нам добавляют новые ивенты. Срок их действия до 22 мая. Ивент Блэр Страж Ингриса представляет собой выполнение ежедневных заданий, за которые будут давать различные плюшки. Второй ивент предложит нам выполнение еженедельных миссий. На каждой неделе будут разные достаточно полезные награды. А для прохождения третьего ивента нужно будет просто каждый день на протяжении недели входить в игру и получать награды. Самая главная награда — это эмоция с яйцом в честь Пасхи. Входить нужно прям каждый день на протяжении недели, ведь этот ивент длится как раз таки всего неделю. Будьте внимательны. Также разрабы напомнили нам, что ивент в честь выхода сектора Сигма все еще действует и будет длиться до 12 июня. Получается еще целых 60 дней. А чтобы получить очень классные скины на Хейли, нужно всего-то заходить в игру 14 дней. Кто этого еще не сделал, настоятельно рекомендую. Дальше нам рассказали о майском обновлении. Что нас ждет? Динамические анимации, сокеты для настройки арки, новый колосс спущения бездны, ледяная дева, новая система поиска группы, просмотр характеристик других потомков, улучшение системы ядер, благодаря чему можно будет сделать из ненужных ядер те, в которых вы нуждаетесь. Также добавят новые статы с множественным уроном в ядра, можно будет менять местами ваши предустановки, и к тому же теперь в них будет сохраняться усиление инверсии.
наконец-то. А в фоторежим добавят стикеры и рамки. Что ж, давайте узнаем, что разработчики называют динамическими анимациями. Мы еще не закончили работу над анимациями со всеми потомками, поэтому давайте покажу только Супер Банни. We haven't developed for all the descendants as well as the skin, so we're only going to demo it with Ultimate Bunny today. Например, поиграем в Понг. Alright, let's play Conga. Вы ведь не видите это с такого расстояния, да? I think it's too far for you to see. Немножко побоксируем. Sparring. You might have to go a little closer. Выключим интерфейс. We'll turn that off. Сейчас анимацию уже можно выключить и включить. It's actually on and off for now. Позже добавим возможность менять саму But in интенсивность the final build, покачиваний. we'll have the strength option, intensity option. И да, анимация нижней части тела потомков все еще разрабатывается. On the lower body. 네, 그러면 이왕이면 에피소드 2 И раз уж на то пошло, давайте покажем Сирену. On that note, we could have a look at Serena, which is the heroine of episode 2. I will not be afraid. Снова давайте побоксируем. We'll look at the sparring motions like before. Okay, comic dance. Ладно, это уже чересчур. This is a little too much. Ну вот, последний. Все. Alright, that's it. Wrap up. Многие жалуются, что это слишком пошло, поэтому давайте закончим. В мае вы сами все увидите. После просмотра этого у нас в голове немного помутнело. Кто не понял, давайте я просто замедлю и сделаю поближе. Увидели? Нам такое нравится? Конечно. Разработчики знают, как завлечь игроков. Чувствую, в мае в Альбионе все танцевать будут постоянно. После увиденного разработчики немного пришли в себя и рассказали о мероприятии PAX East, на котором выступят 11 мая в 19 часов вечера по московскому времени с новостями о третьем сезоне. Мероприятие будет проходить в Бостоне, в США. Участникам мероприятия достанутся какие-то подарки, если они найдут косплей Шиц Банни и Сирены и с ними сфоткаются. Кстати, когда начнется трансляция мероприятия, я скину ссылку на нее в свой телеграм-канал, так что рекомендую подписаться. И в заключении разработчики стали отвечать на вопросы чата. Пробежимся по самым интересным. Если вы думали, что абсолютно всей игрой занимается одна команда, например, создает скины, потом заканчивает с ними и переходит на новый контент третьего сезона, это не так. Новым контентом, механиками, геймплеем занимается одна команда людей, а скинами, анимациями и в целом внешним видом игры занимается другая, чтобы вы не переживали, когда увидели новые скины вместо нового контента. Медали, которые можно будет получить в новом испытании после эрозии бездны, войдя в топ-100 лучших игроков, будут являться эксклюзивными. И, кстати, у каждого потомка будет свой топ-100, поэтому шансы занять первые места достаточно высоки. Поиск группы, о котором я недавно рассказывал, будет выглядеть как специальное меню с тегами, например, фарм катализаторов или огненных реакторов, что-то в таком духе. Также поддержка FSR 4 от AMD уже тестируется, точной даты релиза пока нет. Динамические анимации, ну как их называют разрабы, можно будет отключить или менять их интенсивность, что довольно классно. У разработчиков есть планы по балансу Луны,
эксклюзивы, но они не решили ими пока делиться. Откладываем, значит, этот баланс примерно на месяц. Кстати, поддержка новой технологии NVIDIA DLSS 4, которая там супер мощно генерирует много кадров, также уже в разработке. Скины будут делать более индивидуальными на каждого потомка, а не один и тот же на всех. Разрабы поняли, что нам это нравится. Также в чате спросили про айдол анимации. Кто не знает, это когда корейцы девочки и корейцы мальчики танцуют под музыку своими фирменными движениями. И всем другим корейцам это нравится. В общем, популярная тема на Востоке. Кто шарит, тот шарит. Короче, эти танцы хотят добавить в игру, но пока еще обсуждают их использование. Надеемся, что разработчики смогут договориться. И еще сказали, что награды за техработы тоже увеличат. Боевой пропуск сделают более ценным. В следующем патче будет снова баланс потомков. Появятся различные офлайн активности и мерч. Добавят новые игровые режимы. Уже работают над новым супер потомком, но не хотят пока говорить, кто именно это будет. В настройки архи добавят другие узлы и сокеты, в которые можно будет вставлять предметы, дающие различные бонусы. Ну и в самом конце пообещали подходить к вопросу с нерфом потомков более внимательно. Насчет нерфов потомков давайте поподробнее расскажу вам свою позицию. Видимо, такую же, как у разрабов. Вот вам не надоело на Инес пробегать все данжи за минуту? Вы не хотите сами экспериментировать с другими потомками? Пробовать что-то новое? Да, я тоже бегал постоянно на ней, но спустя десятки часов такого геймплея это уж точно надоедает. Интерес к игре теряется. Да, разрабы получили волну хейта, но они работают на длинную дистанцию. Они могли бы не трогать Инес, и всем игрокам было бы хорошо. Настолько хорошо, что они не меняли потомка и думали, что в игре ничего такого нового интересного вообще не добавляют. Разработчики не глупые, поймите. На длинной дистанции они понимают, что таким образом игроки постепенно пересаживаются на других потомков, донатят на скины и продвигают игру. Окей, я понимаю, если вам действительно внешне нравится Инес или ее способности с молниями, хейт в этом случае более понятен. Однако все же Инес остается крайне имбовым потомком. Пробегает она данжи гораздо быстрее других, особенно если использовать одни лишь навыки персонажа, без оружия. Если хотите увидеть на этом канале ее новый билд, пишите в комментарии. Крайне благодарен тебе за то, что досмотрел до конца ролика, значит ты очень заинтересован новостями The First Descendant. Поэтому предлагаю тебе подписаться на мой телеграм-канал по этой игре. Там новости от разрабов на русском языке выходят быстрее, а также выкладываются актуальные билды на всех потомков. Я хотел сделать лучший канал по The First Descendant для всех игроков, от новичков до бывалых. С новостями, билдами, гайдами, различными полезностями. Новости уже регулярно выкладываются, но билдов еще не так много. Если хотите, чтобы этот канал быстрее достиг своей цели, окажите минимальную поддержку ролика. Подпишитесь, поставьте лайк. Выкладываю только самое важное. Вам понравится. Пойду делать дальше ролики с новостями о третьем сезоне и новыми билдами. Okay, see you guys later.